Снова всем доброго дня. Тут решил после 2,5 лет владения, скажем так, составить небольшое резюме по машине в целом, по обслуживанию, по ремонту, в каком она была состоянии, когда я купил, в каком она состоянии сейчас, сколько было вложено и технические нюансы некоторые, потому что их много и вложено было тоже немало, скажем так. Итак, началось все с того, что при покупке загнал на СТО посмотреть на яме, точнее на подъемнике, состояние кузова снизу, состояние подтеков и все в этом духе. Вот, и не то что низ рынка, не то что верх рынка, но, скажем так, чуть ниже среднего цена была 300 тысяч на то время. Вот, и было замечено очень много, не то что много, но существенные косяки были. Двигатель весь ссался, непонятно было, что откуда льется, все мокро, все в масле, кузов подгнивший снизу, там арки сзади за задним бампером, кое-где около порогов. В общем, состояние было не очень. Но на тот момент на рынке у нас в Барнауле, вообще на Дроме, продавалось всего две. Мне нужен был принципиально передний привод, принципиально 2,7. Самое оптимальное. Потому что, полный привод мне в городе нафиг не нужен. А так куда-то в говно я не лажу. Соответственно, нет полного привода, нет затрат на обслуживание полного привода. Тоже плюсик. Итак, загнал в сервис. Началось все с того, что надо было поменять свечи, шланги радиатора автомата, сальники свечных колодцев, ролик натяжной обводной, подшипник кондиционера, прокладки клапанных крышек. Поменял масло в двигателе и в АКПП. Это понятное дело. Вот. Почистил заслонку, пришлось заменить задние и нижние поперечные рычаги, потому что они почему-то были погнуты. Я не знаю, что могло согнуть эти рычаги, или тяги их называют. Тяги, наверное, правильнее будет. Топливно-воздушные фильтра, антифриз заменил с промывкой радиатора, и крышку радиатора тоже поменял. Санта-фешники многие советуют 0,9 ставить крышку, но по заводу идет 1,1. Я поставил 1,1. То есть мне так, не знаю, завод же ерунды не придумает. Вот. Потом, получается, после замены масла, при замене я обнаружил то, что там залит какой-то солидол, черный, прям сажа вообще. Поэтому я после замены масла решил через 2000 поменять его снова. Но, так, сейчас. Но каково было мое удивление, когда в очередной раз, поехав в магазин, вернувшись к машине, я запустил двигатель и обнаружил стук, жесткий стук с правой стороны. Сразу заглушил, посмотрел, масло вытекло откуда-то, не понять откуда. Снял кожуха защитный, снял колесо, посмотрел, из-за шкива коленвала вытекло масло. Ну все, думаю, приехали. На буксире отвезли в сервис. В сервисе сказали, что, скорее всего, сломался коленвал. То есть, как это бывает? Двигатель засрался, канавки засрались, кто-то не обслуживал машину вообще совсем, потому что до меня она была в 2 перекупских автосалонах. Понятное дело, там никто не будет за машиной следить. Вот. И получилось так, что коленвал обломило, вообще само колено обломило. Соответственно, вкладыши намотало на него. Получилось, что пришлось менять коленвал, пришлось менять масляный насос, потому что он тоже был мертвый, шатунные коренные вкладыши, сальник коленвала, соответственно, ремень ГРМ, и опять замена масла. Вот так вот и получилось. Вот. После этого, соответственно, обкатку прошел, там 2 что ли тысячи. Опять поменял масло, и так каждые 5000 я его меняю. Потому что даже японские инженеры советуют менять масло в двигателе, учитывая даже суровые условия. У нас
в Сибири как бы условия, ну, не мягкие. Через 5000. При интенсивной езде, если там наваливать, я не знаю, какая-то спортивная машина, 3000. Но это опять же, опять кому как. Кто-то считает, что 10 тысяч это нормально. Ну, это ваше личное мнение, а это мое мнение. Как бы я ни на что не претендую и спорить не буду. Далее, что было? Ремонт поддона двигателя, который маленький поддон снизу. Их там два, маленький, и потом полуподдон идет огромный. Он был дырявый, с него подтекало масло. Сняли, заварили, поставили, покрасили, все хорошо. Ремонт замка передней двери. Не открывался и не закрывался, правая. Там все нахрен сгнило, все закисло, никто никогда туда не лазил. И, в общем, все исправил, все хорошо. Переделал туманки у электриков в дневные ходовые огни. Тоже полезная опция, мне нужно. Пришлось купить зимнюю резину, бэушную, потому что новая стоит дорого, а старая у него, которая осталась от владельца, ее можно было только выбросить или на клумбы использовать, как это в Совдепе любили. Купил я ее за 12, что ли, тысяч, японскую. Дальше замена натяжителя приводного ремня, потому что он свистел, пищал. Я долго не мог понять, что это такое. Я и ролик сначала поменял, не помогло. Потом почитал, поменял натяжитель, пришлось. Потому что дело было в нем. В ГУР поменял масло. Колодки передние поменял, тормозные. Ну, то есть, уже представляете, да, в каком состоянии была машина и как за ней, в кавычках, ухаживали. Вот такие вот дела. Так. Проточил диски передние тормозные, потому что там тоже было плохо. Поменял патрубок воздушного фильтра, там тоже порвано было, у которого дроссельной заслонки стоит. Я не знаю, кстати, на многих машинах вот проблема такая, что он лопается и его заматывают изолентой, клеют, не понять чем, там вид не очень. Почему просто не поменять? Да, иногда проблемно найти, но поменять-то надо все равно, зачем так ездить. Опять же, дело каждого. Так, опять поменял масло в КПП, потому что там до этого вообще какой-то Декстрон, что ли, залит был, непонятный. А в эту коробку F4 А51, что ли, туда идет СП3, третье масло. Ну, оно похоже на Декстрон, но все равно там набор присадок другой, ну и само масло маленько другое. Поменял передний правый датчик АБС. Здесь, в принципе, АБС в машине нету, но как бы этот датчик, он влияет на работу коробки, что ли, скажем так. Постоянно и чек по нему горел, и как бы это было неприятно. Кстати, по поводу чека, он в приборке был запараллелен с другой лампочкой, я поначалу не знал, что он горит, оказывается. Это тоже исправил, потому что я не люблю таких вот перекупских хитростей. Так, ну и, соответственно, когда начали менять датчик АБС, при съеме старого, тот просто у слесаря в руках рассыпался. Просто как яичная скорлупа, даже еще хуже. Соответственно, он, возможно, даже заводской еще стоял. Так, поменял датчик давления масла. Тоже ерундил, весь грязный был в соплях. Сальник левого привода поменял. Сальники тут такие хитрые, интересно выглядят у приводов. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости. Вот это интересная история. Я поначалу не знал, куда копать. Думал, у меня двигатель перегревается, потому что стрелка температуры постоянно ползла вверх. Я думал, все, сейчас закиплю. Я с дороги прям сворачивал, на обочину вставал, ждал, пока оно якобы остынет. Но как бы вентилятор-то особо не молотил, как при перегреве должен молотить при сильном нагреве. Поэтому стал выяснять, в чем дело. Оказалось, всего лишь датчик. Он недорогой, не помню, сколько стоит, но недорогой он. Все, и все хорошо стало. Дальше пришлось поменять трубку ГУР. Обратка такая длинная трубка. Это как бы болячка у них, что ли. Потому что многие на нее жалуются. В местах вальцовки начинает она подтекать.
Поставил контрактную, ну, вроде нормально. Так, заменил правую подушку двигателя. Оригинал стоит по-конски, потому что она гелевая. Взял Кацуру. Ну, в принципе, цена-качество средняя, нормальная фирма, можно брать. Поменял передний сальник коленвала, потому как... так. Ну да. Сальник коленвала тоже поменял, да. Так. Поменял топливный фильтр и сетку в баке. Кстати, насчет фильтра и сеток в баке. Многие привыкли, что они находятся только за водителем, только в левой половинке. Да, там также и насос, и фильтр. Но здесь, может быть, еще и в других каких-то машинах, я не знаю, но я конкретно про этот пример говорю, про Санта-Фе. Здесь во второй половинке бака тоже есть сеточка-фильтр. И туда никто не лазил, никогда. Там все болты просто сломались. Очень тяжело было потом высверлить их так, чтобы не просверлить насквозь. Еще и резьбу там нарезать. Это было столько геморроя. То есть такие нюансы многие водители даже не знают, я думаю, при покупке этих машин. Вот. Поменял все лампочки по салону, кроме вот этих вот, которые над водителем посередине. Они мне особо не нужны, поэтому я не стал их менять. А так лампочки были, походу, еще заводские, там куча грязи, пыли, насекомых было. Пришлось, в общем, все это поменять. В климате лампочки поменял. Переделал питание на правую фару. Там колхоз какой-то был, просто невообразимый. Вот. Далее была проблема по суппортам, по всем 4. У них у всех направляшки были уже с выработкой. Все они брякали, как не знаю кто, и подклинивали. Их никто никогда не обслуживал. Они все были в ужасном состоянии. Пришлось все обслужить, все направляшки поменять, все смазать, все хорошо. Вот. Далее было интересно тоже, но эта проблема осталась до сих пор. Поменял датчики уровня топлива. То есть их также 2. В одной половинке и во второй. С ними вообще отдельная история, потому что их, во-первых, путают местами, хотя у них маркировка отличается, и показания на приборке будут некорректные. А во-вторых, у меня после их замены так на приборке ничего особо не поменялось. Так и ерундит показатель. Вообще бак здесь как бы, не знаю точно насколько, есть версия 65 литров, есть 72. Это американка, на американках как раз якобы был бак на 72. Но я не знаю. Сам факт в том, что когда заливаешь, допустим, от нижней отметки 40 литров бензина, он показывает полный бак. Это, или почти полный. Это маленько некорректно, неправильно. Но в целом оно работает. Конечно, не так, как хотелось бы, но все равно работает. Дальше уже, скажем так, это не столько каприз, это сколько необходимость. Купил литые диски, то есть чтобы был второй комплект колес, чтобы постоянно в этих очередях не стоять, не переобуваться. Потому что лично я считаю, что должно быть всегда 2 комплекта колес у машины. Так проще, так удобнее. Но это я так опять же считаю. Дальше были проблемы с коробкой. Она постоянно падала в аварию. Я не мог понять, в чем дело. Постоянно вот эти вот, заморочки то на трассе, то еще. Очень было неприятно. Я уже думал, что коробка греется. Все, коробка сломалась. Опять начал искать. Опять же, наш интернет помог. Оказалось, что это датчик выходного вала КПП. Соответственно, есть датчик входного вала, есть выходного. Это был именно выходного. Поменял порванный внешний пыльник шруса, по-моему, левого. Может и правого, не помню уже. Поменял салонный фильтр, кстати, его очень тяжело найти. Он не бьется вообще. В некоторых магазинах говорят, что по комплектации он вообще не предусмотрен в этой машине. Нет, он предусмотрен. Он находится там, за бардачком. Добраться до него достаточно просто. Там минут на 5 работы, 10 может быть. Поменять, добраться легко. Так, что там еще было-то? Ремонт генератора был, вот.
Поменял подшипники, щетки и приемные кольца генератора. Ну, как бы не дешевая процедура. Потом был, по-моему, да, была проблема такая, что, ну, это уже вот, наверное, в том году было. Проблема была в том, что сзади что-то скрипело на ходу постоянно. Особенно на таких вот, ну, небольших неровностях. Заехал в сервис, спросил, что за ерунда. Давай смотреть. Короче, оказалось, что задний левый рычаг у меня... Так. Да. Задний левый рычаг у меня сгнил настолько, это тот, который большой, продольный, с сайлентблоком, сгнил настолько, что пружина на своей площадке провалилась внутрь рычага. Вот как бывает. Я, если честно, на этой машине, это у меня уже 5-я машина, я первый раз в жизни вообще вижу, чтобы такое на машине происходило. Ну, оказывается, санта-фешники подтвердили, что это не редкость, что это нормальное явление. Ну как, нормально относительно, нормальным это назвать тяжело. Пришлось искать рычаг. Контрактные все в ужасном состоянии, не лучше, тоже ржавые, все подгнившие. И стоят они столько же, сколько и новые, 12 тысяч. Это дорого, для рычага это дорого, особенно учитывая, что контрактные. Но я новый заказал на Игнисе за 12, он вместе с сайлентблоком идет. Поменяли, все хорошо. И получается, заодно поменял сайлентблок в правом рычаге. Там, оказывается, он тоже порван был, и правый рычаг тоже уже начинает свисти. Его пришлось зачистить, подварить, обработать. Там тоже все нормально сейчас. Так, также поменял регулятор давления топлива, который находится под капотом. Он, по-моему, 1500 что ли стоит. По нему вылазила ошибка. Поменять его легко, поменял сам. Поменял передние стойки, потому что они были вытекшие и кончившиеся. То есть, ну, как бы не дело. Поменял на контрактные, на бэушные. В принципе, рабочие они. Поменял также попутно замену, кто они, крабы, опоры стоек. Они тоже кончились давно уже и стучали. Поставил оригинал. Не такие уж и большие деньги за них. Пришлось поменять глушитель. Вообще изначально хотел просто подварить, потому что секет. А оказалось, что весь глушак, вообще весь, он прогнивший. Пришлось аж от самых штанов все это починивать, все это менять. Поставить пламегаситель, потому что катализатор уже давным-давно был вырезан оттуда. И получается, фланец тоже новый. Насчет катализаторов, кстати, при ремонте двигателя из выпуска оба катализатора я решил убрать и поставить прошивку Евро-2. Ну, кстати, очень хорошо это помогло. Крутящий момент повысился. Как бы. Насчет экономии топлива не знаю, расход, по-моему, нифига не поменялся. Вот. Но в целом машина стала ехать лучше, дышаться ей стало легче. Прям это необходимо сделать было. Так. Проверял просто на давление топлива. Все, заезжал в сервис. Давление топлива нормально. То есть я грешил изначально, что у меня насос что-то ерундит. Но с ним все в порядке. Просто как плановое ТО, скажем так. А дальше был кузов. Перед кузовом еще у меня изначально в туманках стоял ксенон. Пришлось его оттуда убрать, но это было нелегко, потому что кто-то своими ручонками туда залез и все штатное вырвал с корнем и просто врезал туда на герметик ксенон. Так делать не надо. Это прям жестко рукожопство. Не знаю вообще, зачем так делали. Вот. Пришлось аккуратно поставить штатные лампочки, восстановить, насколько это было возможно. И в целом все получилось неплохо. Дальше, как я уже сказал, идет кузов. Изначально был низ дверей. Он цветет у многих машин, и здесь как бы это не исключение.
низ дверей все 4 сделал, получается. Зачистили, обработали этим антикором, антигравием покрыли, все нормально. Потом пришла очередь жопы и арок задних. Там было жестко. Там помимо внешнего, именно говорю про арки, все внутри еще сгнило. Все пришлось вырезать, вваривать ремонтные арки. По жопе тоже все пришлось делать так же, там вырезать, варить, обрабатывать антикором. Кстати, все сделано было хорошо, то есть на это денег не жалел, потому что как бы борьба с ржавчиной это очень, скажем так, процесс такой щепетильный. Нужно очень тщательно подходить к этому, а не так замазал и все, и потом вылезло через 2 месяца. Поэтому все было сделано хорошо и качественно. Так. Дальше была проблема с датчиком положения селектора. Его пришлось поменять на оригинальный, потому что он плохо работал. Помимо этого еще, когда меняли задний рычаг, продольный, здоровый этот, обнаружилось, что у меня диски и колодки тормозные сзади, все это кончилось давно. И все это тоже пришлось поменять. Да, вот такой вот попадало он на деньги сразу. Хотя я этого не замечал как бы раньше. Почему-то. Не знаю почему. Так. Помпа же еще потекла. Тоже неприятно, потому что здесь помпа стоит в ГРМ. И, соответственно, туда залезть недешево. Пришлось поменять помпу, поставил GMB. Прокладку из комплекта ставить не стал, потому как она просто паранитовая. Заказал отдельно заводскую оригинальную. Она как металлопакет что ли идет или что-то такое. Поменял тут же ремень ГРМ. Несмотря на то, что он прошел 20 тысяч, там стоял Дайко. И он уже начал трескаться. Никогда не ставьте ГРМ Дайко. Поставил Гейтс. 4000 он стоит. Также масло поменял в движке сразу же. Фары. Про фары еще хочу сказать. Поменял на нормальные, потому что с завода, не с завода, а с покупки там стояли фары какие-то самопальные китайские. Депо или депо. Кто-то их разбирал когда-то, красил маски в черный цвет. Собрал как попало, во все стороны торчит герметик, они фары сами по себе не очень. Плюс еще у меня там одна из них треснула внутри, и отражатели у обеих фар были выгоревшие. Было решено поменять фары. Но каково было мое удивление, когда они не подошли по разъемам. Потому что разъемы у обеих фар здесь были колхозные, непонятно кем придуманные, приделанные. И пришлось мне заказывать разъемы тоже контрактные, все эту электриков переделывать. Теперь все стоит штатное, все хорошо, все нормально, как и должно быть. И фары нормальные, сразу отбыли отполированные. Съездил, отполировал, потому что вид совсем другой. Попал на генератор еще недавно, опять. Получается, регулятор напряжения кончился, хотя я его менял в прошлый раз еще. Он вместе со щетками там идет. Такое вот качество запчастей. Ну и на стекле крышки багажника поменял газовые упоры, потому как она мне подзатыльники давала неоднократно, это крышка, стекло. Пришлось поменять. Еще был такой момент, что здесь резинки уплотнительные у дверей. Тоже пришлось опять же поменять. Но как поменять? На самом кузове я поставил от Калины Приоры. Они подходят один в один. Просто обрезал сколько нужно и все. Так что запросто можно ставить. И на самих дверях резинки стоят, по-моему, то ли по 3, то ли по 3,5 тысячи за одну штучку на Экзисте. Это, я считаю, дорого. Поэтому было решено взять в Леруа Мерлен уплотнители, такие как они идут, двухбортиковые, можно разделить. И проклеил прям по периметру на кузов, где прилегает резинка от двери. Кстати, помогло. И на багажник, на стекло я сделал так же. Теперь ничего не бренчит. Пыли нам, это изморози, в салоне нету. Хотя раньше постоянно все в пыли было. Очень хорошо помогло.
Вот. И теперь из всего этого можно сделать какой вывод? Несмотря на то, что эта Санта-Фе первая считается чуть ли не самой надежной среди одноклассников своих, все зависит от состояния. Прям очень тщательно нужно проверять эти машины. Это первое. Второе, что их у нас в Барнауле нету. В принципе, может быть, одна выскочит в какой-то веке и все. Когда я покупал их, всего 2 было. Одна сильно прям ушатанная, еще жестче, чем эта. Там вообще жесть, что было. Это была вторая. Вот эту мне пришлось взять. Вот. Расход здесь. Про расход я, по-моему, уже говорил. Ну, судя по ЕЛМ-ке, он в городе литров 15-16. По трассе 8-10. Да, если там сильно не топить, сильно не обгонять, ну, километров 120 нормально. Вот. И вывод какой? Что, несмотря на те деньги, которые я в нее вложил, и за которые ее купил, если их суммировать, а там вложение получилось, ну, что-то больше 200 тысяч, наверное, точно. Даже если всю эту сумму сложить, там, 500 с лишним, сейчас за эти деньги какой-то вменяемый кроссовер, паркетник, в нормальном состоянии, я не говорю в хорошем, в отличном, нет, просто в нормальном состоянии, ну, вы не купите, потому что на сегодняшний день авторынок, он еще сходит с ума, происходит что-то вообще невообразимое. Ценники взлетели на машину очень сильно и неоправданно, я считаю. Якобы там из-за каких-то микропроводников в Китае, ну, это уже другой вопрос. Вот, соответственно, найти такую машину именно на переднем приводе очень тяжело. Полноприводных, скажем так, немало в продаже, но это опять же кому как. Кому-то принципиально полный привод. Мне нужен был именно передний. Вот. Как бы, что еще хотелось бы сказать? Да, наверное, все. Но, судя по вложениям, некоторые могут считать меня психом. Мол, зачем ты столько в машину вложил? Она же мертвая была. Все такое, надо было ее продать нахрен, взять что-нибудь посвежее. Пусть даже не паркетник, зачем ты замахнулся на паркетник. Но и вы будете правы по-своему. Да. Но опять же, у кого какие предпочтения. Взял машину, делал ее под себя. Это первый момент. Это я так считаю. И второй момент, что мне была нужна машина большая, с большим багажником, с высокой посадкой, и чтобы она ехала. Вот. Мне не нужна была просто же повозка. Мне нравится получать какие-то эмоции от машины. Да, по салону здесь особых эмоций не получишь. Он как бы скучный, такой аскетичный, своеобразного вида. Но едет она хорошо. И это мне очень сильно нравится. Машина должна ехать, вот как я считаю. Ну и кто-то, может быть, немногие из вас сочтут в эти вложения вполне себе разумными. Что, как я считаю, что надо все-таки ухаживать за машиной, надо следить за ней. Надо обслуживать все вовремя, все делать даже не то, что по регламенту, а даже порой и раньше, учитывая условия, в которых вы ездите на ней. А не так, что там, как советуют, кто они, автосалоны, дилеры, раз в 15 тысяч масла менять. Не надо слушать таких людей, они не понимают, что говорят вообще. В общем, ну это все, что я хотел сказать о вложениях за 2,5 года. Ну, плюс еще я поменял приборную панель, потому что там были километры с милями, а мне так неудобно. Я поставил с корейца с километрами, все хорошо подошло, все одинаковое. Вот, ну и все. Кому интересно будет, можете лайкнуть, можете подписаться, можете оставить гневный отзыв, если вам моя монотонная болтовня не понравилась. На улице холодно, уже подмерз. Поэтому всем хороших новогодних праздников. Всем пока.